Добрый день, у нас расклад на будущую неделю, прогноз на будущую неделю с 4 марта по 10 марта. У нас три варианта прогнозов, первый, второй, третий. Выбирайте нужный вариант, слушайте расшифровку. Первый вариант прогноза на неделю будущую. Так, на следующей неделе вы почему-то будете как будто что-то защищать или обороняться от кого-то или от чего-то. Если вы вообще сейчас, может быть, в состоянии какой-то борьбы, может быть, внутренней борьбы, не можете что-то решить для себя, какую-то ситуацию, то на будущей неделе у вас получится решить эту ситуацию, но только нужно внимательно просмотреть все положительные и отрицательные варианты, собрать всю необходимую информацию для этого. Вот. Решить получится. А по работе, так, по работе здесь все как обычно, может быть больше, чем обычно работы будет, а так без каких-либо происшествий. Так, по здоровью здесь могут быть какие-то мелкие травмы, может быть какие-то порезы максимум, но знаете, здесь больше вы можете себе какую-то болезнь придумывать, сидеть, вот это вот ни о чем. Не нужно придумывать, просто сходите к врачу и решите вопрос. Не нужно сидеть себе искать болезни. По отношениям вы будете как-то подуставши будете от отношений вы, если постоянные, как-то раздражены, может быть, в недоверии каком-то. Может быть, вам пообещают какой-нибудь подарок, не сделают. И вы из-за этого разозлитесь, а человек, может быть, придумал еще намного больше, и дальше будет подарок в разы больше и лучше, чем то, что вы просили сейчас. Ну вот, это я предполагаю, а как бы... Ну так и есть, ну вот он готовится. Вы просто не знаете об этом, вы не знаете, секрет от вас это все скрывают, прячут, а вы думаете, что... А вы придумываете того, чего нет, а вам просто, скорее всего, хотят сделать сюрприз. Вот. Совет по карте на следующую неделю. Быть внимательным. Ну, внимательным здесь быть и в работе, и в отношениях быть внимательным, да, как-то обращать на это внимание. Соберите информацию, и у вас все получится. Второй вариант прогноза на будущую неделю. Хорошая у вас неделя такая, знаете, активная. Подарки какие-то будут. Ну, в принципе, на этой неделе у нас 8 марта, почему бы нет. Но тут подарки можете не только вы получать, но вы отдавать кому-то тоже подарки. Здесь даже больше, что вы кому-то будете отдавать подарки. Вот. Могут быть какие-то путешествия, может быть, вам подарят какие-то путешествия на выходные. Энергичные очень такие, знаете. Так, по работе на будущей неделе у нас здесь возможно получение какой-то прибыли, могут быть командировки также, да, если по передвижениям. Может быть даже какая-то смена работы, смена вида деятельности. В общем, но активны вы будете в работе, это точно, очень сильно активны. По здоровью, по этим картам. По здоровью я бы вам сказала, будьте аккуратны, потому что возможен травматизм, может быть, скользко сейчас, допустим, да, как-то можно подскользнуться, можете как-то упасть неудачно. И понадобятся деньги, но деньги понадобятся в таком количестве, что вам их даже надо будет кого-то занять. А может быть, просто у вас их не найдется в нужном количестве в это время. Поэтому будьте осторожны, берегите себя. По отношениям, если отношения у нас постоянные, по отношениям здесь будет все спокойно, хорошо, где-то страстно, где-то
какие-то тоже, да, вместе путешествия какие-то, получение подарков. Знаете, если отношения только начались, то здесь человек очень красиво ухаживает, подарки очень дорогие дарит. И всякие разные приключения с ним очень интересно. Но вот человек это такой, который лишь бы завоевать и без каких-либо дальнейших продолжения отношений. Поэтому задумайтесь, нужны ли вам эти отношения. Задумайтесь по этого человека. Так, и совет по картам на следующую неделю будет такой. Вот если, допустим, у вас будут деньги просить или помощи какой-то, вы не отказываетесь, не думайте долго, человеку действительно нужны эти деньги, это помощь какая-то физическая, психологическая от вас, без разницы, кто к вам обратится. Не думайте об этом долго, это действительно нужно людям. Либо же будут обращаться к вам, либо вы будете кого-то просить, либо вы будете кого-то просить о том, чтобы вам как-то помогли. И опять же, вы можете думать, а стоит ли мне обращаться, а стоит ли мне занимать и так далее. Не нужно думать быстро, быстро решите свой вопрос. Здесь вот карты говорят о том, что сильно долго думать не надо. Вам помогут. Здесь действительно вам помогут. Вот, так что хорошей вам недели. Обнимаю. И третий вариант прогноза на следующую неделю. Интересная у вас очень будет неделя. Очень успешная. Вот чтобы все получилось так, как вы хотите, вам нужно взять все в свои руки. И, возможно, вы даже как-то подыметесь, не знаю, в глазах окружающих, в своих собственных глазах. Может быть, вы как-то совершенно по-другому, другое качество жизни у вас может быть. Ну, то есть в зависимости от того, что вы возьмете именно в свои руки на этой неделе, то и у вас и будет что-то такое изменение, которое в сравнении с тем, что было раньше, у вас будет как будто вот совершенно какой-то другой уровень, какие-то очень как будто радикальные изменения произошли. Но чтобы это произошло, это все будет только благодаря вам самим. Вот, это на следующей неделе. По поводу работы, какие тут могут быть изменения? Возможно, командировки какие-то. С иностранцами, возможно, какая-то работа, возможно, будет как с иностранцами какая-то работа. Но все будет успешно, в общем-то, складываться на следующей неделе. А еще здесь, подумайте вы, знаете о чем? Подумайте, чтобы начать работать на себя. Это будет переход на другой уровень совершенно, да. Но и здесь вы как раз все возьмете в свои руки. Так, по здоровью. Здоровье будет хорошее. Совет карт, ну, по погоде одевайтесь, чтобы не простудиться и с температурой потом не лежать. По отношениям. Ну, если отношения есть, то все хорошо. Отношения у вас спокойные, ровные, интересные, психологически зрелые, гармоничные. Вы поддерживаете друг друга. В общем, вас все прекрасно друг дружке устраивает. Если отношений нет, то вот вы встретите такого человека, с которым будут очень хорошие отношения, очень хорошо будет друг друга слышать. И здесь еще интересный вариант, что этот человек может быть иностранцем. Так, это по отношениям. Совет от карт на будущую неделю. Взять жизнь в свои руки. Будьте уверены в себе. У вас все получится, что вы хотели. Если вы возьмете в свои руки, у вас все получится. Заводите новые знакомства. Поскольку тут еще путешествие, то у нас 3 выходных. Съездите куда-нибудь, съездите туда, где вы еще не были. Возможно, вы там познакомитесь с людьми, которые вам, разговор с ними вас как-то совершенно на другой уровень понимания жизни переведет. Хорошей вам недели. Обнимаю.